Дорогие друзья, коллеги, очень рада приветствовать участников форума. И исключительно важное значение хочу подчеркнуть этого форума, потому что он объединяет представителей духовенства и общественности, тех людей, которые реально движут жизнь, продвигают ее вперед и борются за справедливость. Мы живем в период глобализации, которая пытается подчинить людей себе, но при этом уничтожает их идентичность. В первую очередь наступление идет на язык, на веру, на культуру. И теряется таким образом идентичность каждой отдельной нации. Мы за объединение, но ни в коем случае не перечеркивая наши различия. Наши различия – это достоинство каждого отдельного народа, каждой нации. Его заслуга, его история, которую надо хранить и обязательно бороться за то, чтобы никто не посягал на эти важные для каждого народа вещи. Религиозная идентичность в данном контексте становится нашей надеждой, упованием на то, что все-таки социальное обустройство мира должно быть справедливым, сохраниться, ни один народ не будет унижен, достоинство каждого народа и отдельного человека стоит на первом месте и в религии, и в каждой нации, которая эту религию исповедует. Я, наверное, на фоне того, что вот сейчас говорилось, на фоне э, того, насколько мрачная ситуация, в принципе, создалась и существует, может быть, луч света прозвучит такая информация, которую я вам дам, друзья. Я всегда считала и считаю, что власть и церковь должны, конечно, шагать рука об руку, но очень часто они вступают в противоречие. И что, например, получилось в Болгарии? Болгария, как вы знаете, попала в список недружественных государств для России. Почему недружественных? Просто в числе 25 других европейских стран была записана и Болгария. Да, Болгария действительно предприняла несколько шагов, которые общественность и народ осудили, между прочим. Были высланы российские дипломаты, было предпринято наступление на русскую церковь, были высланы священники, которые служили здесь из России и из Белоруссии. Но смотрите, что произошло в 24 году. В 24 году, в июне, э, это когда уже шла военная операция, военная СВО, военная операция России. Несмотря на это, когда выбирали нового патриарха болгарской церкви, был избран Даниил, которого имею честь лично знать. И его святейшество Даниил, патриарх болгарский, митрополит Софийский, некоторые на Западе, например, «Свободная Европа», пишет о нем так, что это пророссийский, самый пророссийский из всех кандидатов на этот пост, русофил и защитник Кремля. Что значит защитник Кремля? То есть, если человек защищает справедливость, защищает веру, единство церкви, он защитник Кремля, или, может быть, в данном случае как раз совпадают позиции власти, справедливой власти и церкви, болгарской церкви в данном случае, выступая за единство болгарской церкви, он выступает за то, чтобы не было каких-то противоречий, не сеялась ненависть к одной из воюющих сторон. Он даже издал наставление своим священникам. В этом смысле я считаю, что человек этот, личность, делает дело, достойное целой церкви, достойное целого представительства
народного, потому что народ точно так же считает, что Россия – это близкий друг. И ничего в этом плане, я вас заверяю, живя здесь более 30 лет, ничего в этом плане у народа не изменилось по отношению к России. Что является основой любой нации, любого народа? Это язык и вера. Именно поэтому на Украине в первую очередь и началось наступление на язык, на русский язык, и после этого на веру, на православную церковь. Дело в том, что в Болгарии, слава Богу, мы не чувствуем этого наступления на русский язык. Здесь есть русские школы, школы с изучением русского языка. Работает русский дом, в котором массово записываются и взрослые, и дети для изучения русского языка. Наш союз, союз русскоязычных писателей и журналистов Болгарии, объединяет представителей из 12 стран. И у нас есть люди из Израиля, у нас есть люди из почти всей Европы, из США, из Мексики, из Австралии и, разумеется, из Болгарии. Из Украины тоже. Поэтому я считаю, что в этом плане можно как луч света в темном царстве, как говорилось в нашей великой русской литературе, все-таки Болгария в этом смысле таким лучом для нас является. А здесь я хотела бы подчеркнуть роль дипломатов, которые порой не видят этих лучей, потому что только на дипломатическом уровне, если обсуждение разных вопросов происходит, то, наверное, не увидишь за деревьями, не увидишь леса. А это большая ошибка. Надо смотреть вглубь, надо смотреть вширь. Я за это. Спасибо, дорогие друзья.